Илон Маск выходит из тени в политику. Кирилл Буданов об опасности для северной границы Украины, а в РФ впервые не покажут Олимпиаду. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самое важное и интересные новости. Финляндия закрывается от России. Кому можно пересекать границу и насколько это законно? Республика Беларусь и те же россияне, они запускали на свою территорию афганцев, францев, сирийцев, иракцев, сирийцев и прочих представителей Ближнего Востока, прежде всего. Спонсоры уходят от Байдена. Бюджет предвыборной кампании под угрозой. По тому, как ведут себя доноры, особенно ключевые доноры, часто можно судить, насколько часть американского истеблишмента оценивает шансы того или другого кандидата. Что еще закроют, кроме YouTube, и чем отгородить российский интернет? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Ну и поехали. Финляндия закрывается от России. Парламент страны одобрил закон, позволяющий пограничникам выдворять в Россию просителей убежища. Их из России будут пускать в страну только в крайних случаях. Исключения будут делать для наиболее уязвимых групп, таких как дети, люди с инвалидностью, а также люди, которым угрожает смертная казнь или пытки. Как и кто будет отбирать, кого пускать, а кого нет, насколько это законно вообще, мы спросили у кандидата юридических наук и политического эксперта Геннадия Дубова. Прежде всего, закрытие границ со стороны соседей РФ и Беларуси, оно обосновывается не столько тем, что нужно не пускать самих русских и белорусов, а направлено против так называемой вепонизации миграции. То есть мы видели ситуации, когда и Республика Беларусь, и те же россияне, они запускали на свою территорию афганцев, францев, сирийцев, иракцев, сирийцев и прочих представителей Ближнего Востока, прежде всего, и в том числе африканских стран, ну и те стройными рядами шли штурмовать, соответственно, границы европейских государств с целью попасть на территорию Европейского Союза. Вот по поводу этого, кстати, прямое указание в Вашингтонской декларации по результатам саммита НАТО было сделано. Ну и проблема достаточно известна, и для того, чтобы не давать возможность воздействовать на страны НАТО через инструмент нелегальной миграции, границы закрываются. Прежде всего вопрос заключается в этом, поскольку мы понимаем, что там шенгенские визы и американские, кстати, даже визы гражданам Российской Федерации на сегодня предоставляются, возможно, в несколько меньших объемах, нежели до полномасштабного вторжения. Но... Напомню, финские власти закрыли границу с Россией в ноябре 2023-го на фоне резкого увеличения количества мигрантов, пытавшихся попасть в Финляндию через Россию из стран Африки и Ближнего Востока. В России впервые за 40 лет не покажут Олимпиаду. Дело в том, что российские и белорусские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. И то не все, а те, кого допустили к соревнованиям. А как утверждают российские пропагандисты, цитирую, в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна Российской Федерации нельзя. Конец цитаты. Издание Sports.ru называет Олимпийские игры 2024 многострадальными для РФ, ведь туда приедут всего 15 спортсменов. Если решится еще один борец, то 16. И решение не показывать Олимпиаду логично называют политическим. Илон Маск сделал взносы в фонд Америка ПАК, который поддерживает кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg. Источники издания не указывают точную сумму, но отмечают, что она значительна. Маск передал деньги именно тому комитету фонда, который отвечает за предвыборную программу 45-го президента США. Он называется «Комитет суперполитических действий». Этот шаг подчеркивает растущее влияние Маска, возглавляющего индекс миллиардеров Bloomberg с состоянием 263,6 миллиардов долларов. Маск еще официально не объявлял о поддержке того или иного кандидата, но в начале года говорил, что не собирается поддерживать никого. Но такое решение в сторону Трампа может стать финансовой силой для республиканской партии. Значит ли это, что Маск раскрывает карты или, допустим, идет в политику? Говорили об этом с политологом Алексеем Якубиным.
Тем не менее, он сейчас считает, что, насколько я понимаю, что у Трампа больше шансов, и поэтому он делает ставку на того кандидата, у которого, наверное, по его мнению, больше шансов. То есть для мира, на самом деле, это свидетельствует о том, что влиятельные, скажем так, денежные мешки американской политики, которые там присутствуют, да, на фоново, они начинают по-новому оценивать шансы кандидатов, которые участвуют. То есть, по факту, я думаю, что если, скорее всего, эта информация подтвердится, это будет означать, что ряд и других, скажем так, влиятельных спонсоров, доноров, которые традиционно финансируют республиканцев, они и в большей мере будут еще пересматривать вопрос о том, что действительно у Трампа повышаются шансы на победу. Опять-таки мы понимаем, на фоне чего это происходит. Это происходит на фоне метаний в демократической партии, когда возникает история с тем, пойдет уже Байден или не пойдет. Заметьте, интересно, что сейчас даже обсуждается не вопрос, выиграет он выборы или не выиграет. Сейчас по тому, как ведут себя доноры, особенно ключевые доноры, часто можно судить, насколько часть американского истеблишмента оценивает шансы того или другого кандидата. То есть... В то же время спонсоры Демократической партии заморозили пожертвования на сумму $90 миллионов до тех пор, пока Джо Байден не снимет свою кандидатуру с выборов и не откажется от участия в президентской гонке. Об этом пишет New York Times. Источники издания утверждают, что команда действующего президента уже зарезервировала 250 миллионов на теле- и цифровую рекламу. Еще перед дебатами они планировали собрать 700 миллионов, но пока собрано 430. Кроме того, британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал Байдена сойти с дистанции и уступить дорогу молодому поколению. Вместе с тем он считает Байдена выдающимся президентом, но, цитирую, «то, как история будет судить о президентстве и наследии Байдена, сейчас находится под угрозой». После YouTube в России собираются заблокировать ряд мессенджеров. Во всяком случае, дискуссии ведутся по поводу блокировки WhatsApp и Telegram. Продолжаются они среди российских политиков, правда, в основном в Telegram они и происходят. Добавляет интереса в это все то, что в украинской разведке тоже жалуются на Telegram. Telegram заблокировал канал Русского национального движения из-за запроса спецслужб России. Это штатная ситуация, когда в России оперативно по запросу российских спецслужб Telegram реагирует, чтобы удалять те или иные сообщения, каналы или сообщества. Скорость реакции и взаимодействия платформы Telegram на запросы российских властей и спецслужб вообще не идут ни в какое сравнение с имеющейся коммуникацией со стороны Telegram по отношению к государству Украины. О том, возможно ли заблокировать все, собирается ли Россия отгораживаться от остального интернет-мира цифровой стеной, мы поговорили с Геннадием Дубовым. Я думаю, понимают, что они не смогут в полной мере заблокировать, то есть не выбросив свою страну из интернета, в принципе, заблокировать даже отдельные сервисы они не могут, поэтому они идут скорее по пути создания этих неудобств. То есть если они будут создавать противовес тому, что они хотят ограничить свои сервисы, делать это постепенно, а западные сервисы замедлять, делать пользование ими некомфортным, то, по идее, как в Китае, они будут рассчитывать на то, что перейдут условно там на ВКонтакте и другие мессенджеры, которые предоставляют государственную информацию. То есть идея приблизительно такая, и по большому счету это происходит, просто происходит так ласково и медленно на сегодня. Мы только видим там раз в 3 месяца некие новости вот по типу того, что будут что-то замедлять или соответственно, возможно, даже блокировать. Но заблокировать просто технически невозможно. Вместе с тем, начальник украинской разведки говорит об угрозе российского наступления с севера. Кирилл Буданов сдержанно комментирует эти угрозы, но говорит, не замечать проблемы не получится. Если я начну отвечать на этот вопрос об атаке РФ с севера, мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так, проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению. Для меня немного анекдотичная ситуация, потому что когда все 2 года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы все говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу, а может не будет? Хороших новостей в этом году начальник украинской разведки не обещает. НАТО снова глубоко озабочено, теперь поддержкой России КНДР. Генеральный секретарь организации считает, что Россия поддерживает ракетную и ядерную программы КНДР, а взамен получает боеприпасы и вооружение.
Деталей Йенс Столтенберг не раскрывает, но говорит, что, цитирую, «в интересах всех нас не допустить победы Путина в Украине». Конец цитаты. Ну а также он сам, в свою очередь, цитирует премьер-министра Японии и говорит, что происходящее в Украине сегодня-завтра может произойти в Азии. Конец цитаты. О какой значительной военной поддержке говорит генсек НАТО и что Альянс может с этим сделать, мы тоже спросили у эксперта Алексея Якубина. Какие есть инструменты еще у НАТО для того, что и в целом у Запада, чтобы влиять на Северную Корею, потому что, в принципе, мы понимаем, что различные санкционные режимы на Северную Корею накладывались, и можно вспомнить, что до введения полномасштабных санкций против России, в принципе, Северная Корея, наверное, была вместе с Ираном лидером в мире вот тех стран, против которых вводилось огромное количество санкций. Сейчас возникла какая история, что Россия, которая входит в Совбез ООН, по факту мы видим, они начали пересматривать свой подход по поводу санкционирования отдельных стран, в том числе и Северной Кореи. Да, и я так понимаю, что вот на фоне вот этих моментов, на фоне того, что Северная Корея по факту поставляет такое количество, ну, в случае по той информации, которую мы имеем, в Россию, вооружений, тех же патронов и так далее, снарядов, да, которые даже превышают суммарные поставки снарядов, например, со стороны Запада, ну, со стороны Европы, как минимум, в Украине. Вот, наверное, на фоне вот этих моментов и звучит такие заявления со стороны НАТО. Но по факту, я думаю, что это скорее укладывается в общую оценку НАТО ситуации в Тихоокеанском, азиатском регионе. Уголовное дело против Алика Болдуина прекращено. Актера обвиняли в непреднамеренном убийстве оператора. По словам судьи, некоторые улики, говорящие о невиновности Болдуина, были умышленно сокрыты. Инцидент, напомню, произошел на съемках фильма «Ржавчина». Во время одной из сцен актер стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. По версии следствия, пиротехник фильма случайно перепутала пули из реквизита с настоящими патронами. И одна из пуль попала в 42-летнюю Галину Хатчинс. Я хочу напомнить вам, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ваше спонсорство, донаты помогают нам снимать новые и новые видео, и мы вас за это благодарим и призываем не останавливаться. Также призываем не останавливаться, ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Все это непременно очень важно. Ну а на этом у меня все. До встречи. Хороших вам новостей.